тихом уголке переполненного приюта для животных в городе стояла клетка, которую все обходили стороной. Внутри сидел Блейз, большой немецкий овчар с яростными глазами и рычанием, которое заставляло дрожать даже самых смелых сотрудников. Его репутация разносилась по коридорам. Агрессивный, непредсказуемый, недосягаемый. На его вольере висели предупреждающие таблички «Опасно не подходить». Волонтеры шептались о нем, рассказывая истории, когда даже опытные дрессировщики покидали его клетку потрясенными и с кровью. Для многих Блейз уже давно не был спасенным псом. Он был настоящей миной замедленного действия. Дни сменялись неделями, и люди перестали даже смотреть в его сторону. Он сидел там один, рыча на весь мир, потерянная душа, от которой все тихо отказались. Но судьба, как часто бывает, имела другие планы. Сотрудники приюта пытались все, что могли. Приглашали специалистов по поведению, тренеров, местные спасательные группы. Но Блейз отказывался от всех, он не брал лакомства из рук, не реагировал на добрые слова и нежные свистки. Каждый, кто осмеливался приблизиться, встречал его оголенные зубы и глубокое предупреждающее рычание, которое парализовывало. Одна из старших волонтерок, миссис Харрис, которая работала с проблемными собаками более 30 лет, грустно качала головой. «Эту собаку сломал кто-то очень плохой», — пробормотала она. Однажды вечером, закрывая его клетку на ночь, она заметила на его теле шрамы от тяжелого прошлого, маленькие ожоги на боку, старую травму, из-за которой он слегка хромал, и глаза, полные смеси страха и ярости. В один дождливый полдень, когда приют почти опустел, в дверь вошла маленькая девочка по имени Эмма, крепко держащая за руку отца. Ей едва исполнилось 7 лет. Эмма не искала щенка. Как большинство детей ее возраста, она пришла за другом. Любым другом. Проходя мимо рядов лающих собак, Эмма вдруг остановилась перед клеткой Блейза. Отец попытался мягко оттащить ее, предупреждая: «Не этого, дорогая, он небезопасен». Но Эмма не двинулась с места, уставившись прямо в яростные оборонительные глаза Блейза. И впервые за долгое время Блейз не зарычал. Он просто молча посмотрел на нее. Эмма опустилась на колени перед клеткой, положив маленькую ладошку на металлическую решетку. Без слов, без резких движений, просто тихое понимание. Сотрудники приюта смотрели в изумлении. Блейз, собака, к которой никто не мог приблизиться, подошел ближе к прутьям. Тело напряжено, но любопытно. Казалось, в этот момент две сломанные души узнали друг в друге что-то знакомое. После той первой встречи Эмма умоляла отца разрешить ей навещать Блейза каждый день. Хотя он и сомневался, видя, с каким упорством Эмма говорила о собаке, он согласился. И после школы каждый день Эмма шла прямо в приют, несмотря на дождь или солнце, и тихо сидела у клетки Блейза. Сначала сотрудники предупреждали ее не рисковать, ставили стул в нескольких шагах от клетки, но Эмме это не мешало. Она сидела, покачивая ногами, читала вслух книги, напевала песенки или просто рассказывала Блейзу о своем дне. Блейз в своем углу слушал, не двигаясь и не рыча. Дни сменялись неделями, и постепенно осанка Блейза менялась. Напряженность покидала его плечи, огонь в глазах тускнел, становясь мягче, почти надеждой. Однажды после обеда случилось невероятное. Эмма уронила мягкую игрушку с колен, и она покатилась к клетке. Все задержали дыхание, ожидая, что Блейз отреагирует плохо. Но он медленно приблизился и понюхал игрушку.
Эмма не стала тянуть ее назад, а просто тепло улыбнулась. Это маленькое осторожное движение стало началом чуда. Впервые с момента прибытия в приют Блейз показал, что может доверять. Это было в субботу утром, когда все изменилось. Эмма пришла рано, держа в руках маленький бутерброд, завернутый в бумагу. Она села на свое обычное место, аккуратно развернула бутерброд и откусила кусочек, затем оторвала маленький кусочек и осторожно бросила его к клетке Блейза. Сначала он просто смотрел на него. В комнате было так тихо, что слышно было, как тикают часы на стене. Потом медленно и почти с усилием Блейз приблизился и понюхал крошку. Он посмотрел на Эмму, потом на еду и, словно принимая самое трудное решение в своей жизни, съел ее. Сотрудники приюта обменялись удивленными взглядами. Эмма тихо рассмеялась, но не двинулась с места. Она оторвала еще один маленький кусочек и протянула его открытой ладонью, положив на пол внутри клетки. Блейз колебался дольше. Его мышцы напряглись, дыхание участилось, но затем, дрожа, он осторожно взял еду с ее руки. Глаза управляющего приютом наполнились слезами. Дело было не просто в еде, а в доверии. Блейз пересек невидимую стену, которая так долго держала его в плену. С того дня все пошло быстро. Блейз начал подходить к Эмме, когда она приходила, и как-то маленькая девочка с большим сердцем нашла способ исцелить его. С течением времени связь между Блейзом и Эммой становилась все крепче, каждое посещение приносило новые успехи. Эмма придумала простые игры. Катала мяч к клетке Блейза. Сначала он просто наблюдал, не зная, что делать, но однажды он отбил мяч лапой, и Эмма захлопала в ладоши от радости. Сотрудники приюта смотрели с изумлением. Блейз, который раньше бросался и лаял на каждого, кто подходил, теперь спокойно лежал, когда входила Эмма. Он даже начинал тихо хныкать, когда она уходила, прижимая нос к прутьям, словно умоляя ее остаться еще немного. Родители Эммы, видя волшебное преображение, договорились, чтобы Блейз мог выходить из клетки во время ее визитов. Они выводили его в огороженный двор, где Эмма могла сидеть на скамейке, бросая угощения и разговаривая с ним нежно. Постепенно Блейз приближался все ближе, пока в один невероятный день не положил свою огромную голову ей на колени. Слезы текли по лицу Эммы, когда она ласкала его шерсть. Эмма не просто приручила дикую собаку, она исцелила сердце, от которого все остальные отказались. Родители Эммы, тронутые связью между дочерью и собакой, встретились с директором приюта. После долгого разговора, заполненного бумажной волокитой, проверками дома и обещаниями продолжать обучение, все стало официально, Блейз уезжал домой с Эммой. День, когда Блейз покинул приют, был незабываемым. Сотрудники выстроились, чтобы попрощаться, некоторые даже вытирали слезы. Блейз не казался нервным, он гордо шел рядом с Эммой, с высоко поднятой головой и свободно виляющим хвостом. Впервые дома он исследовал каждую комнату, наконец устроившись у ног Эммы, словно всегда принадлежал этому месту. Эмма крепко обняла его и прошептала: «Теперь ты в безопасности, Блейз. Навсегда». Блейз нашел свою семью, а главное — любовь, безопасность и место, где его понимали. Все это благодаря одной маленькой девочке, которая никогда не видела в нем монстра, а лишь сломанное сердце, достойное спасения.